Ну вот, и пришло время подводить итоги старого 2018 года, а он нам запомнился неожиданными репрессиями и непредсказуемыми реакциями белорусской власти на законную и разрешенную активность наших граждан. Поэтому мы решили составить топ-7 самых абсурдных репрессий Беларуси в 2018 году. Белорусов в 2018 году репрессировали за все, что угодно. За чаепитие у себя дома, За поцелуи цветы памятнику, за кормление голубей, за детские рисунки на стенах квартиры и за отказ убить свою старую собаку, а также за требование учиться на государственном языке и многое-многое другое, что вообще-то и не запрещено белорусским законодательством. Как говорят в Беларуси, это было бы очень весело, если бы не было так грустно. Первое место по репрессиям. Репрессии за попытку диалога с инопланетянами и чаепитие у себя дома. Краткая предыстория вопроса. В 2016 году группа жителей Витебска пыталась зарегистрировать общественное объединение «Метагалактический центр Витебск». В первую очередь для общения жителей Витебска с инопланетянами и с космосом. Зачем для прямой связи с космосом нужна официальная регистрация общественной организации в Витебске, это непонятно. Но сама идея межгалактической коммуникации витебским чиновникам не понравилась, и в регистрации любителям диалога с космосом отказали. Позже этой группе все же удалось зарегистрировать другое объединение «Время жить» с декларируемыми культурно-просветительскими целями. Но витебские чиновники не оценили и это прекрасное название, снова заподозрили учредителя в попытке диалога с космосом и регистрацию аннулировали. А в 2018 году, 15 марта 2018 года, в День Конституции Беларуси, 8 жителей Витебска встретились на частной квартире, чтобы пообщаться, выпить чаю и обсудить будущую межгалактическую коммуникацию и диалог. Через некоторое время в квартиру ворвались 5 милиционеров в штатском, которые задержали всех присутствующих в жилище и отвезли в их РОВД. В РОВД задержанных обвинили в нарушении порядка проведения массовых мероприятий, а именно проведении несанкционированного мероприятия, и на них были составлены протоколы. 19 апреля 2018 года этих же 8 человек привлекли к административной ответственности. Хозяйка квартиры получила штраф примерно 250 евро, остальные получили предупреждение за несанкционированное чаепитие у себя дома. Как пояснил на суде сотрудник милиции, если вы регистрировались и вам отказали, то зачем тогда собираться пить чай? Такая моя логика. Прямо скажем, инопланетная логика у витебских милиционеров. Данный случай мгновенно стал мемом и породил множество шуток и фотожаб в социальных сетях, особенно после безумных пояснений сотрудников милиции по поводу запрета пить чай у себя дома без санкционированного разрешения властей. Пользователи в шутку назвали его безумным чаепитием, по аналогии с чаепитием девочки Алисы из книжки «Алиса в стране чудес». Даю справку. По белорусскому законодательству чаепитие у себя дома с любым количеством гостей не требует специального разрешения белорусских властей. Претензии могут быть только к шуму, производимому при чаепитии. Тем не менее, у милиции не было претензий к шуму, а была претензия к тому, что чаепитие у себя дома было не разрешено исполкомом за 5 дней до того, как люди собрались выпить чаю вместе. Второе место. Репрессии за цветы, поцелуи и пощечину памятнику городскому городовому. Краткая предыстория вопроса. В 2016 году в Минске, около центрального здания Министерства внутренних дел, к столетию белорусской милиции, установили скульптуру городового, полицейского времен царской Российской империи. Общественность, конечно, удивилась тому факту, что монумент поставили советскому милиционеру в форме царского служителя порядка, с которым эти самые советские милиционеры активно боролись в прошлом. 12 марта 2017 года художник Вячеслав Косинеров провел перформанс, накинув петлю на шею скульптуре городового. Так он протестовал против милицейского беспредела и преследования участников мирных политических протестов в стране. Косинерова задержали, ему грозило лишение свободы на срок до 3 лет или арест на срок до 6 месяцев. В итоге он отсидел 15 суток и получил штраф в размере 105 белорусских рублей. Это примерно около 50 евро за хулиганство.
23 марта 2017 года какой-то бездомный накинул на скульптуру городового металлическую цепочку. Бездомного задержали. В результате мужчина получил 15 суток ареста. Мужчина утверждал, что никакого политического подтекста в его действиях не было, а цепочку он накинул просто так. Он бродил по городу в поисках металлолома, нашел цепь и, проходя мимо, забросил ее на скульптуру. В 2018 году. 28 июня 2018 года трое активистов ЛГБТ, из них 2 женщины, принесли цветов флага ЛГБТ к памятнику этого городового, а также нарисовали трафаретом на асфальте цветные шаги для убегающего памятника. Активисты были задержаны милицией. Был также задержан журналист, который пришел написать про эти цветы. И ночь провели в ВВС на Окрестино. 29 июня 2018 года каждый из активистов был наказан штрафом в 3 базовых величины. Это 73,5 белорусских рубля. За цветы для памятника. Официально, конечно, неподчинение законным требованиям сотрудников милиции. Таким образом, возложить цветы к памятнику стоило 12 базовых или более 120 евро. Но инопланетная логика, как оказалось, присутствует не только у витебских милиционеров, но и у минских. Главный свидетель-милиционер был вообще не уверен, за что именно судят этих людей, и противоречил своему начальнику, составившему протокол за неподчинение, поскольку утверждал: наказание понесено за нарушение правил благоустройства города. Даю справку. Возложить цветы к памятнику не запрещено никаким белорусским законодательством, равно как и нарисовать цветные следы на асфальте. 16 ноября 2018 года учащийся Минского лицея, проходя мимо скульптуры городового, дал пощечину скульптуре и тут же был задержан. Затем милиция заставила 16-летнего подростка извиниться перед скульптурой на видеокамеру, а затем видео с показаниями милиционера и извинениями молодого человека появилось на официальном сайте МВД. Такое обращение милиции с детьми вызвало негодование у общественности. В социальных сетях начался стихийный и массовый флешмоб под хэштегом «Памятник прости». Люди выкладывали свои фотографии в обнимку с различными памятниками и с извинениями. Флешмоб привел к увольнению пресс-секретаря МВД и признанию министра внутренних дел Игоря Шуневича, что снять извинения подростка на видео была его идея. 17 ноября 2018 года мужчина повязал на скульптуру шарфик, чтобы согреть ее и сфотографироваться. Был задержан сотрудником милиции, его отвезли в отделение милиции, где сообщили, что скульптура охраняется, на нее ничего нельзя вешать, потому что это памятник и это лицо МВД. Сотрудники милиции переписали данные мужчины и отпустили. 19 ноября 2018 года 2 девушки поцеловали и обняли скульптуру. Так они решили выразить свой протест против ее особого статуса. С девушками сотрудники милиции провели воспитательную беседу, где разъяснили, что памятник целовать тоже нельзя. Даю справку. Целовать и обнимать памятники, повязывать им шарфики или цепочки, а также давать пощечины белорусским законодательством не запрещено. В конце года в итоге в Беларуси появилась даже петиция за снос скульптуры, и на данный момент ее подписало 1600 человек. Но это, конечно, не все абсурдные репрессии, которые случились в 2018 году, и мы про них расскажем в следующем видео. А пока я хочу пожелать в наступившем 2019 году поменьше контактов с инопланетянами в погонах и побольше чаепитий с приятными людьми. Время, как говорится, жить, а не проводить его в РОВД. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, пишите комментарии. Продолжение следует. Пока-пока.